Всем привет! Сегодня делаем подставку под чашку, горячее, под тарелку. Для этого я использую плетеный шнур 4 миллиметра, отрезаю 4 метра. И сейчас важно, что понять. В левую часть у нас уходит отрезок около 80 сантиметров, а в правую часть оставшийся, то есть 3,20, да, вот. И это нужно для того, чтобы мы на левую часть мы будем наплетать отрезок, который справа у нас. Поэтому правая часть должна быть больше, потому что мы будем ею работать, ею плести будем. Плести будем узелок фриволите. Возможно, вы на моем канале еще не встречали его, но он достаточно простой, и мне кажется, много кто с ним может быть знаком. Мне напоминает, ну не напоминает, а я обычно говорю, что этот узелок это то, как мы можем одной нитью сделать лицевое крепление. То есть, видите, очень видно, что у нас есть перемычка, и это как будто лицевое крепление, но одной нитью. Вот, мы должны продолжить вот этим нашим длинным отрезком делать до конца, пока он не закончится, а потом мы завернем спиральку и склеим клеем, либо, возможно, еще можно как-то придумать ниткой, иголкой, возможно, но я использовала суперклей. Продолжаем делать этот узелок. Сначала он будет очень длинный отрезок, потом все короче и будет становиться все проще. Еще я могу сказать, что если у вас есть рейл, то на крючок можно верхнюю часть вот эту прицепить и плести, например, стоя, если сидя неудобно.
У меня получилась такая спиралька. Ее длина составила около 45 сантиметров. Это будет небольшая подставочка. Если вы захотите использовать большего диаметра, то можете сами произвести расчет, ну и я вам подскажу. Дальше я использую суперклей и прокалываю сбоку, потому что у меня уже сверху не открывается. Я его как-то открыла, и он у меня уже не открывается. Вот поэтому я сбоку сделала дырочку и оттуда выливаю. Будьте осторожны с пальцами. Еще могу сказать, что я вот это делала на пробковой подставке, а она, оказывается, цвет свой. Ну, то есть клей протекает, и у меня одна сторона подставочки стала коричневатой чуть-чуть. Поэтому я рекомендую вам использовать какую-то клееночку, да, чтобы если клей протек, и вы, ну, опускаете как бы и придавливаете, чтобы ничего не отпечаталось на нашу подставку, ниоткуда ничего. То есть если вот даже к столу ну, опускать и как это делать как бы сцепку, чтобы было лучше держалось, то есть давить, от стола тоже краска отходила у меня, в общем, будьте тут аккуратны. Вот, видите, я сейчас наклонила вниз, и у меня как раз там клей протек, и потом немножко коричневатости останется. Вот так вот на моем лучшем опыте поймите, что так не надо делать либо на весу, либо на какой-то другой поверхности. Вот такая подставочка маленькая получилась под чашечку. У меня довольно маленькая чашка, но ее тут не особо видно, и поэтому я решила и сделала еще одну побольше. Для этого я уже использовала 6 метров в длину, и один отрезок у меня был метр, а 5 метров я плела. Вот видите, маленькая вот столько сантиметров, а большая уже немного поинтереснее играет. Ну, надеюсь, что вам понравился мастер-класс. Пишите, как вы сделали, что у вас получилось, какие замечания, может быть, есть. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Спасибо еще раз за просмотр. Надеюсь, видео будет больше. Все, всем пока-пока.